Не так страшен майонез, как его малюют, особенно если вы приготовите его самостоятельно, а я очень рекомендую делать это самостоятельно. Сегодня делюсь 3 популярными рецептами, которыми активно пользуюсь сама. Вы на канале Жизнь вкусная и меня зовут Галина Артеменко. Не понимаю, зачем покупать майонез в магазине, если сделать его дело 2-3 минут. Более того, в преддверии новогоднего марафона майонезных салатов, а также оливьешной вакханалии, вы никогда не останетесь наедине со внезапно закончившейся упаковкой. Поделитесь своим мнением о том, что думаете на этот счет. Первый рецепт самый простой, основной, наиболее популярный, и именно им я пользуюсь дома постоянно. И готовить майонез мы будем на основе яйца. Для своего базового майонеза я беру одно яйцо, 150 мл растительного масла, у меня рафинированное, можно часть заменять нерафинированным, для того, чтобы получить дополнительные вкусовые оттенки. Также 1-2 столовые ложки лимонного сока, либо какой-нибудь другой кислоты вы можете использовать. Винный уксус, белый, красный, бальзамический, с ними получаются тоже интересные вариации. 1 чайная ложка горчицы, я беру острую обычную, можно использовать французскую, опять-таки для разнообразия. И щепотка соли, а также потребуется вот такой вот погружной блендер. В чашу блендера я разбиваю яйцо. Желательно, чтобы желток при этом не разбился, но даже если он растечется, ничего страшного не произойдет. Вливаю сюда растительное масло. Я сразу же добавляю щепотку соли. Сперва нужно наступить ногой блендера на желток. Первое время ногу не приподнимать, и только когда вы увидите, что смесь начала уже эмульгироваться, тогда можно доводить соус до максимальной однородности и двигать ногой блендера. Вот видно, что здесь снизу уже пошла эмульсия. Гляньте, каким густым получился соус. Вливаю сюда лимонный сок, я использую 2 столовые ложки, мне нравится, когда майонез такой кисловатенький. И также я отправляю в соус горчицу. Пробиваю все еще раз. Посмотрите, каким получился красивым соус. Второй рецепт выручит тех, кто боится использовать сырые яйца. Тут для эмульсии мы будем использовать молоко. Для майонеза на молоке возьмите 70 мл обычного молока, того, которое вы пьете в обычной жизни, 150 мл растительного масла рафинированного, если хотите, опять-таки, можете заменять часть нерафинированным, 1 чайную ложку горчицы, в этот раз я решила взять французскую цельнозерновую, и 1-2 столовые ложки уксуса, либо же лимонного сока. У меня уксус из белого винограда. Также не забудем про соль и будем использовать погружной блендер. В чашу блендера я вливаю молоко и растительное масло. Сразу же добавляю щепотку соли. А также сразу же отправлю сюда горчицу, для того, чтобы в процессе эмульгирования зернышки немножечко разбились. Приступаю к эмульгированию. Масса сэмульгировалась за какую-то минуту, посмотрите, какая она густая. Вливаю сюда уксус. Посмотрите, каким густым получается этот майонез. Ну и третий вариант майонеза подойдет тем, кто не употребляет продукты животного происхождения, попросту вегетарианский майонез. У меня в руках авокадо, покупать его это настоящая лотерея, по крайней мере в моем городе довольно сложно найти авокадо той степени зрелости, которую вот можно купить и сразу же использовать, поэтому приходится покупать камушки, покорно ждать, каждый день тыкать в него пальчиком и только после разрезания понимать, успех это или же это факап. Для авокадо майонеза я беру, собственно, 1 авокадо. Надеюсь, мой сегодня меня не подведет и будет таким, как нужно. 100 мл рафинированного растительного масла, 3 столовые ложки лимонного сока, 1 чайная ложка острой горчицы. Дополнительно я ввожу сюда 15 грамм натертого пармезана. Если вы не употребляете продукты животного происхождения, просто его исключите. А также немного соли. Если вы добавляете сыр, то соль может не потребоваться вовсе, либо потребоваться совсем немножко. Волнительный момент, разрежу авокадо, посмотрю, что там он мне внутри приготовил. О, прекрасно. Потрясающий авокадо, он не потемнел, он уже достаточно мягкий, поэтому подойдет для этого майонеза. Его еще называют иногда веганес. Я сняла с него кожицу, у меня был сорт, который тонкокожий, и его проще с него кожицу снимать, чем выскабливать его ложкой.
авокадо я вливаю сразу лимонный сок, сразу же отправляю сюда горчицу и сразу же всыпаю пармезан, чтобы потом по соли было проще отрегулировать. И вливаю растительное масло. Буду измельчать все до максимальной однородности. Все, майонез полностью однородный. Вот такой красивый майонез у меня получился. Он густой, однородный, еще и потрясающего цвета. Друзья, пускай вам будет вкусно и сытно. Обязательно ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, а также подписывайтесь на мой канал. Жизнь вкусная!